Всех приветствую! Сегодня мы узнаем, как навести порядок в Авалоне менее чем за 33 минуты. В этом забеге не будет выходов в затекстурье. Выйти, конечно, можно, но незачем. Только мувмент и оптимизация. Ну и щепотка богоюза. И еле заметная. Так вышло, что при подготовке к этому видео мне удалось поставить лучшее время по ИГТ. ИГТ — это чистое время в игре. 32 минуты 38 секунд результат. Фактически лучший, технически. Блять, я второй! Это потому, что в таблице приоритет отдан реальному времени. То есть оно учтено со всеми паузами и лоудскринами. И их длительность напрямую зависит от железа. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Смотреть будем мой забег в основном. Также все обладатели призовых мест примут участие в пояснении тех или иных скипов, техник и тактик. Преступлением будет не упомянуть автор... Так, мне нужен кто-то, для кого английский язык основной. Aftermath. Да, по-прежнему именно его билд и придуманный путь актуальны. Сильно забег дополнили Сёгун, Медоед и даже мне что-то еще удалось найти. Задачи, стоящие перед нами в игре, заполучить 4 реликвии и победить финального босса. Категория Any процент, сложность легкая, режим сюжетный. Нам необходим релизный Авалон со всеми его былыми недостатками. Один конкретный для нас становится большим преимуществом, а именно баг, позволяющий получить бесконечные деньги при сбытии предметов в любой лавке. Но это по мере поступления. К игре. Оказываемся мы в шкуре арестанта, не в новинку. Делимся своим вариантом предыстории, получая взамен заклинания «Горящий уголь» и амнистию. С тюремщика берем все, чем он богат, инвентарь, в выкладку, дубинку и заклинания добавляем. Немедленно осваиваем главную технику перемещения. На бегу присед, дэш, пока мы еще в подкате, и, если хватает выносливости, не забываем махать палкой, так как при ударе ГГ делает выпад, что придает дополнительное ускорение. На очереди скип через меню. Мы периодически станем жаловаться игре на то, что застряли, и нас будет перемещать на более выгодные позиции. Абуз, злоупотребление, да, нам подходит. С видом от третьего лица покажу, как это выглядит. На всех локациях имеются якоря, куда может притянуть, если мы нажмем Unstuck. Очень часто это будет полезно, и мы сможем пропускать целые участки пути. Притягивать не отовсюду, в большинстве случаев мы остаемся на том же месте. Этого встречного скитальца мы задевать не станем, он нам никак не помешает, а вот следующего в живых оставлять нельзя, иначе переход в новую локацию не состоится. 2-3 плевка огнем, дубинкой вдогонку, и мы победили. Пересекаем как можно быстрее эти изобретательные подземелья в поиске того, кому там не молчится. Очередная эвакуация, и оказываемся ближе к источнику голоса. К могиле потом сначала привязать душу к камню, что бы это ни значило. Следом находим погребенного, решившего, что свое он отдремал и пойдет с нами прицепом. Отказ не принимается. Кликаем как можно быстрее по репликам и получаем некую силу. На данном этапе это способность замедлять время. Звучит как наказание, но мы найдем применение. В следующем сегменте заблудиться не выйдет, бежим вперед, нажимая кнопки на постаментах. Выход стережет голем, буквально 3-4 попадания по нему и больше не стережет. Наконец-то покидаем места не столь отдаленные, нас и лодка ждет на берегу, отличная лодка, годная, но без боя или лишних слов нам ее не отдадут. Тут имеются варианты. Если посмотреть старые с ним драки, то ты его агрил, там потом байтил его куда-то, ну, не обязательно сюда, на самом деле, но вот хорошее место. И в чем была суть? Он начинал пить зелье. Это самый факапный момент был. Почему? Потому что когда он пьет зелье, очень бывает подойти и хочется поднамажить ложка. Но он там может начать замахиваться, а может быстро ударить, да, и ты умрешь. Он все пил зелье свои вонючие. На самом деле, даже казуально, вот с этим рутом, с этой техникой, ты мог случайно встать в точку, где он тебя не бьет, Да, вот Сёгану удалось найти такое место и уложиться за непостижимые 19 секунд. Быстрее, чем кому-либо.
Но стабильного сетапа пока не найдено. Убийство Карадока через лодку. Активируем с ним файт. Даем ему отойти от лодки, примерно вот в это место. Запрыгиваем, дожим силовой удар, подходим в упор. И убиваем его. Контролируем выносливость, чтобы постоянно бить миличным оружием, чтобы было больше урона. И не бьем силовой атакой, потому что при силовой атаке его может забашить. При силовой атаке его может забашить, он отходит и хиляется. Нюансы. Если вы запрыгнете сюда чуть раньше, он может остаться вот в этой позиции. Если вы сделаете это позже, он может начать ходить вокруг лодки. Также он может отойти от лодки, и здесь он может отойти от лодки. То есть вам нужно найти идеальное место, это, примерно где-то вот здесь. Где вы запрыгиваете на лодку, отсюда он бьет по вам силовой атакой. Доджите эту силовую атаку, обязательно он всегда бьет силовой атакой, убивает с первого удара. Доджите эту силовую атаку, подходите в упор. Он здесь остается, вы просто его убиваете. Все. Мое же решение не втягивать лодку в конфликт. Препятствие наше и стрелок, и колдун, и дуэлянт, и на дуде игрец. Соблюдаем дистанцию, вплотную не подходим. Любое его касание для нас летально. А скачет он словно Газманов на юбилее. Но и отдаляться при этом нельзя, чтобы он не переходил на дальнобойные атаки. Что, само собой, затянет бой. Жаль этого добряка, все с него берем. Усаживаемся поднимать статы, в атрибутах единицу вкладываем в стойкость. А в дереве навыков нас интересует ловкость и перемещение. Привал, а после отчаливаем. Ступаем на большую землю. По какой-то неведанной причине здесь меня откинуло назад, вместо того, чтобы метнуться вперед. Бывает, почему бы и нет. Я же никуда не спешу. Пересекаем мелколесье, никого из местных не беспокоим. Оказываемся в озере по делу, для молитвы, за что получаем новое заклинание. Весьма удобно. Подплываем к отвесной скале, причем я подплываю по диагонали, мне кажется так быстрее. И высвобождаемся через меню. А далее через лагерь бандитов напрямик в крепость, где у нас уйма дел. У решетки нас ждет завсегдатай ближайшей рюмочной, успешно не позволяющий без его одобрения попасть внутрь. Придется будить этого спящего бизнесмена и говорить с ним. Следом посещаем лавку. Доподлинно известно, что денег на все хотелки в этом путешествии нам необходимо в количестве 5200 условных единиц. И мы получим их прямо сейчас. Сбыт. Вне ячейки с предметом дважды перетасовываем. Это кнопка F. Наводим на лук стоимостью 200 монет. Перетасовываем еще. И только после этого кликаем бесконечно мышкой на ту же ячейку, получая заслуженные дивиденды. Именно из-за этого бага мы используем релизный Авалон. Покупаем снаряжение. Тулуп, туфли, рейтузы, дающие ускоренное передвижение, пока мы никем не замечены. Тут же наряжаемся в приобретенное и не забываем надеть кольцо, полученное с голема еще при побеге из подземелья темницы. Оно увеличивает лимит веса. А чем ниже вес снаряжения на нас, тем, опять же, мы быстрее. Далее необходимо попасть на кухню и скупить там всю малину. Она понадобится нам в дальнейшем для выполнения основного квеста. Следующая точка интереса – лавка алхимика. Повезет, если владелец сидит у входа, либо лучший вариант, если он склонился над столом в соседней комнате. И третья, самая неудачная позиция, если он сидит, уставившись на наше одиноко стоящее зелье. Тогда не получится его подрезать, взять, одолжить. Мне тут повезло, нашему единению со склянкой не помешали. Покупаем фляги лечения, манны и ускорения. Настало время добывать следующую реликвию, благо она прямо внутри крепости находится. В ячейке доступа добавляем только что купленные зелья лечения и ускорения. И теперь можем попытаться достать меч. После диалога, конечно, как без этого. Дабы не помереть от нечеловеческих усилий, ведь у нас уверенно убавляется ХП, пока мы извлекаем реликвию, применяем замедление и выпиваем постепенно зелье лечения. Все 10. Можно уложиться и за 8, но они нам не нужны в ячейках доступа. Только мешать будут. Пьем все. Знакомое место. Привязываем душу к новому камню и не смотрим мультик.
После того, как не смотрим мультик, не слушаем диалог. Этот сегмент будет повторяться при каждом получении необходимой нам реликвии, то есть еще дважды. Приходим в себя, и тут какая встреча? Явился. Живой и невредимый. Не все сказал. Последнее дело осталось в этой локации – купить заклинание. Точно такое же, как мы получили за молитву в озере. Счастливо оставаться, падаем вниз и высвобождаемся, чтобы не убиться о камни. А тут пошла гонка. Стоит учитывать, что когда тебя замечают, ускорение со шмоток перестает действовать. И в целом темп при перемещении довольно сильно скачет. Главное тут следить за выносливостью и не зачастить с дэшем и махами дубиной. Иначе последует остановка. Когда мы достигнем кладбища, самое время выпить зелье ускорения, потому что бежать нам еще солидно. Достигаем стоянки каких-то 2 головорезов, нам необходима призма из их ящика, и мы ее получаем. Скорее всего, еще получаем по хребту, но эту неприятность пережить легко. Вот этому волку еще больше всех надо, он меня подблочил. Впереди гряда камней, заскакиваем на них и высвобождаемся. Далее по плану мы заберемся на Стоунхендж местный, там в сундуке запрятан важный для нас предмет. Главное не свалиться где-нибудь на полпути, потому как это будет большой потерей времени. Я бы скорее дал медаль тому, кто придумал вот на эту ветку большую запрыгивать. Вот здесь. Ну, раньше слева запрыгивали на ветку и прыгали с нее. Вот это реально шиза у человека, потому что, ну, это не проще, чем прыгнуть отсюда. Вот эта херня меня не привлекала. Там какой-то маленький хитбоксик, ты на него встаешь, падаешь с него. Ну, если можно попробовать прыгнуть прямо, почему бы не прыгнуть? Собственно, у меня сразу это и получилось. Я ничего не искал. Я вот предпочитаю идти по нижней ветке и уже с нее кульбит выписывать. Не то чтобы какой-то из этих способов быстрее, тут как кому удобнее. Предстоит еще сегмент с преодолением дистанции кабанчиком. Думаю, никто не обидится, если я его перемотаю. Перешли в новый регион. Повезет, если гусеница кукует где-нибудь на дереве или холме. Не заметит нас и тем самым не замедлит самим этим обстоятельством. Но это редкая удача. Здесь необходимо сделать небольшой крюк, посетив ближайший кемпинг. Соберем оттуда из 4 ящиков бочек всю соль. Без нее в дальнейшем никак. Лагерь можно покидать, пока местные не догнали. Пьем зелье ускорения и бежим через дремучий лес. Попадаем в капище. Тут найден очень большой срез, позволяющий избежать битвы с боссом. Так что теперь мы беспрепятственно оказываемся в святилище. Внутри никто по отношению к нам благих намерений не имеет, а неприятелей здесь много. Лучше нигде не останавливаться. Я лезу между деревом и упавшей колонной, но нет уверенности, что это хоть что-то экономит. Остальные оббегают этот участок слева. А в этом месте мне точно уже удалось сэкономить секунды 3-4. Прежде все бежали в туннель. А можно немного сбоку встать и переместиться куда необходимо. Мы здесь за скрижалью, и сюжетный предмет после диалога наконец получен. Впереди очередная эстафета, где участвуем только мы на минуту с лишним. Перемещаемся при помощи обелиска, выпиваем зелье ускорения и бежим мимо зомбей, собак, бандитов, грибников до кат-сцены. Кликаем по нужным репликам в диалоге с наместником и выходим. Инвентарь. Создаем новую выкладку с обоими 2 приобретенными заклинаниями переливания. Они понадобятся нам в ближайшее время. Вы будете внимательнее, чем я, если решитесь на забег, и еще не забудете надеть амулет и кольцо. И не придется перезаходить в инвентарь. Качаем духовность, все, что есть в нее, и в дереве навыков состояния. Итого у нас заряды заклинаний вызывают кровотечение, кольцо туда же, и вкачаны навыки, усиливающие эффект. Мы готовы к битве с боссом. Тут лишь небольшой участок до места назначения с освобождением у стены. Ну что ж, настало время моего вклада, хоть сколько-то заметного. Прежде бежали очень долго по канаве, чтобы оказаться на мосту. Но оказалось, можно приземлиться на выступ и сигануть со скалы. Окно возможностей с освобождением не так велико, как хотелось бы. Но оно того точно стоит, экономит 22 секунды где-то по моим подсчетам. Скелет, появляющийся на мосту, нас вообще не интересует, бежим мимо него. Гостеприимством в замке не пахнет, прям при входе заставляют слушать диалог,
пока не нашли способа его избежать, увы. Спешим на аудиенцию, а принимать нас с желанием не горят. Анстаком через недоступную на этом этапе дверь, минуем 2 духов по пути, они не успевают ничего поделать с нами, падаем в шахту лифта и, чтобы не переломать ноги, еще одно высвобождение. За этой дверью нас ждет настоящая ведьма. В принципе, файт с ней довольно легкий. Вы встаете в этот угол и стоите в нем. Все. Никуда больше не надо ходить, просто стоите в этом углу. Она вам здесь ничего не сделает. Вы стоите и спамите с полами на кровотечение, накладывая на нее кровотек. Все, она либо стоит вот так АФК, либо может иногда колдовать. Желательно от ее магии уворачиваться, потому что если впитывать каждый ее спелл, возможно, она может убить, но я ни разу не умирал. Мой сетап таков. Заходим с козырей, используем силу, данную нам сюжетом, замедляемся. Лич забывает, что готовилась атаковать, занимаем позицию у поребрика и не покидаем ее больше. Если только изредка отходим от атаки с ледяными шипами на полшага. Но и то, если количество хп позволяет, лучше не двигаться. Но я думаю, в этой битве приз зрительских симпатий должен уйти Сёгану. О! Хайп, 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 хайп. Давай, подходи сюда, говно. Подходи сюда. Хайп. Мы живем в эпоху хайпа, друзья. Она сюда, бывает, не приходит. То есть она тусуется где-то за колоннами, спамит магией, тусуется здесь, здесь, здесь. В конечном итоге она, бывает, приходит, но на это нужно время, удачи или там как-то супер правильно расположиться надо. Гораздо проще просто стоять в этом углу и танчить ее магию и просто убивать ее, пока она там полуафк стоит. Если не повезло и Лич выпендривается и не стоит на месте, но придется за ней побегать. Старик, прежде чем испустить дух, должен высказаться, мы внимательно выслушаем и покидаем дворец. Вот эти бесхребетные попытаются нам помешать. Чтобы уйти от их преследования, нужно спрятаться за постаментом на несколько секунд. Этого достаточно, чтобы дверь отворилась. Если же духи дворян не потеряют нас из виду, дверь останется недоступной. Бежим по мосту мимо скелета и через 4 подката нажимаем эвакуацию. Можно переместиться удачнее, минуя переходы между колодцами. Но мне так и не удалось поймать этот момент для записи. Высвобождаемся из воды, потому как всплывать самостоятельно дольше. И готовимся к небольшому забегу. Поднимаемся к интенданту и обременяемся задачей сходить к местному изгою. Если мы этот квест не возьмем, дальше по сюжету не двинемся. Уже после своего забега нашла, как тут срезать еще секунды 3. Думаю, если исполнить идеально и 5 можно. Бежим напрямик внутрь крепости, по перилам на дом, прислоняемся к стене, освобождаемся, и вот мы у интенданта. Не теряя времени, наведываемся в хижину отшельника. Придется полетать, поплавать, высвободиться. Приключение на 20 секунд. Встречаем шамана, покупаем заклинание и соглашаемся употребить его варево. Понимаем, что это было ошибкой, падаем с этажа и высвобождаемся ближе к полу, потому как если поспешить, перекинет на лестницу. И этого нам не надо. Оказалось, здесь есть более интересный скип. Он не выполнялся ни в одном победном забеге. Можем видеть его в исполнении Сёгуна во время рейса с Блеймом. И если приземлиться на кальян, получится сэкономить секунду-две только так. Бежим изо всех сил, пока не отпустит. В конце пути нам встретится глист. Сжигаем его без суда и следствия. Все, говорим снова с шаманом, и в хибаре больше делать нечего. Двигаемся откуда пришли, назад в поселение. Там в центре площади алтарь, где надо нам оказаться. Мимо интенданта, подальше от этого товарища. Он желает с нами говорить, а мы нет, очевидно. Спим у алтаря до полуночи. Говорим наместнику то, что ему нужно услышать, и получаем от него 3-ю реликвию. 3-ю из 4. Здесь по накатанной камень, кино, диалог. Двигаемся в 3-й акт за последней реликвией. От наместника через палисадник бежим к реке. Там есть место, где мы можем снова воспользоваться обузом с перемещением и оказаться в пещере куда быстрее, чем задумано. Находим подъемник и готовимся показать чудеса эквилибристики.
Я переключаюсь на вид от третьего лица для удобства. На конечной встретятся обитатели сего участка. К нашему неудовольствию они предпочитают ходить туда-сюда взад-назад и всегда лотерея, где и в каком количестве они столпятся. А также помешают ли они при трюке или повезет. Ну и дело техники не свалиться как мешок с картошкой на камни, пока перескакиваем по остаткам моста. Дальше до перехода в третий регион никаких препятствий не ожидается. В третьем акте все начнется с подготовки на будущее. Мы бежим к новому обелиску перемещения для его активации, не забыв употребить зелье ускорения. Медоед очень сильно изменил путь, прежде этот обелиск задействован вообще не был. По назначению воспользуемся мы им позже. А пока с его же помощью перемещаемся на исходную, на обелиск, где мы вошли в третий регион. Теперь же нам необходимо попасть в столицу, туда, где нас ждет последняя реликвия. Пока мы до туда домчимся, стоит выпить еще одно зелье ускорения. Оно может быть последним, если не удалось подрезать у алхимика со стола бонусное. На подступах к цели ожидает еще немного трюкачества. Там специфические коллизии на этой скале. Легко скатиться вниз, и тогда придется плыть довольно длинный участок пути. У основания моста мы снова можем воспользоваться извлечением себя в более выгодную позицию. Далее локация, где надо не огрести ни от кого сильно. Немного поскакать по камням и в нужном месте нажать анстак. И еще один анстак возле то ли камней, то ли корешков, чтобы не бежать до гиганта на своих двоих. И вот она, последняя реликвия. Камень-могила-диалог. Покидаем гиганта, не падаем в трещину по пути, заходим в портал и нас любезно переносят в начало локации. Здесь нас ждет нюанс. От нюанса нужно спрятаться за колонной. И безопаснее всего сделать сейв. Немедленно воспользоваться им, дабы акт агрессии по отношению к нам закончился. И мы могли воспользоваться дверью. Можно без сейва попытаться, но, скорее всего, эта попытка не увенчается успехом. Выходим на финишную прямую, и если есть, ставим в ячейку доступа склянку с зельем ускорения, меняем в выкладке одно из повторяющихся заклинаний на шип, на костре вкачиваем все, что есть в духовность, в дереве навыков мощные яды и волшебное учение. А также 3 выделенные способности души берем. Насыщаем кострище, для того, чтобы мы могли с него переместиться, и находим тот самый обелиск, что мы посещали именно для этой самой возможности. Есть 2 способа, как добежать до финальной локации после того, как вы забираете шлем. Либо после того, когда вы забираете шлем, вы телепортируетесь в кунах там вот на вот этот телепорт, который вы открываете после убийства королевы из лужи, когда убегаете, по пути открываете телепорт, и потом после того, как забираете шлем, телепортируетесь на этот телепорт, и по вот этому пути, через вот эти стенки, через лужу, вы вот так вот бежите, оббегаете все это вокруг и прибегаете вот в эту точку, здесь вход на финальную локацию. Либо второй вариант, который использую я, после того, как вы забираете шлем, вы бежите стандартным маршрутом для перехода на зимнюю локацию, переходите здесь на зимнюю локацию, появляетесь здесь. Поворачиваете налево и бежите вдоль скалы на верхний телепорт. Открываете верхний телепорт, телепортируетесь обратно, и с этого телепорта уже дальше бежите по стандартному маршруту за шлемом. После того, как вы забираете шлем, вы телепортируетесь не в Кунахт, а телепортируетесь на вот этот открытый телепорт. Переходите на локацию и оказываетесь вот здесь. И здесь просто по прямой добегаете. Это быстрее, я точно не помню насколько, но там, по-моему, что-то в районе 20-25 секунд это получается быстрее, потому что здесь нужно много прыгать, оббегать всяких препятствий, плюс здесь мобов встречается больше по дороге. Выпиваем зелье ускорения, если есть, и добегаем до аномалии. Дипломатически не даем никому говорить с собой при помощи плевка огнем. Здесь Сёгун отыскал, как немного срезать. 3 сантиметра ты скипаешь, еще меню открываешь, инстаг жмешь, ну, короче, не знаю, херня какая-то. Локация, где вода — это лава. И если в нее плюхнуться, то перемещает куда не надо. Так что не задеваем. Последний акробатический этюд, где можно упасть и потерять много времени. Вот он, этот долгожданный момент. Мы получаем свои загребущие чашу.
Голосуем за путь Ориона, так как при этом варианте биться нам придется только с одним боссом. В остальных вариантах беда не приходит одна. Касательно файта у вас два спала. Один на кровотечение, а другой покупной на осколки льда. Спалом на кровотечение вы спамите по боссу стакой кровотечения, вторым спалом вы зажимаете кнопку атаки, чтобы полностью зарядить спел, чтобы нанести максимальное количество урона по боссу. Его выстрелы можно особо не доджить, он наносит мало урона, плюс мы это потом отрегеним. Контролируем количество маны, чтобы оно не упало до нуля, пьем банки, когда маны мало. Плюс контролируем стаки кровотечения, чтобы не промахиваться, чтобы они случайно не спали. Когда хп падает до низкого уровня, мы используем способность. Эта способность полностью восстанавливает жизнь, ману и стамину, и она не тратится во время того, как вы сражаетесь. В 99% случаев, когда у Карадока остается меньше половины хп, здесь прокает крит урон, который фактически убивает его. Если он прокает только с заклинания с ледяного. С заклинания на кровотечение крит не прокает, поэтому заклинание на лед должно всегда быть максимально заряжено. Если крит не прокает, он хиляется до половины. Но крит очень часто прокает, поэтому, скорее всего, у вас никаких проблем возникнуть не должно. Вот. В этом месте у него прокает крит, и он умирает. Все. Находим светящуюся кляксу на полу, и это стоп-время. Такой забег, где больше всего требования к слежке за выносливостью и немного к эквилибристике. Игре, конечно, не хватает категории все боссы и мини-боссы на тяжелой сложности. Вот тут уже есть потенциал. Ведь каких-то вообще не получится заабузить, а с остальными можно изобретать что-то эдакое. Ведь станет необходимо посещать больше локаций. А значит, над билдами возможно покумекать, и над предметами дополнительными по пути. Думаю, мы еще вполне можем получить более интересные забеги в этой игре. Будем следить. Ну вот и все. Не-не-не, не все. Этот видос был сделан уже 3 месяца тому назад. Я переключилась после на Resident Requiem. Этот думала немного переделать. Сейчас пересмотрела и не стала. За это время даже уже перешли на ИГТ время в таблице. К чему я это все? Мне бы хотелось узнать ваше мнение по поводу видосов. Какой получился лучше? Резик или Авалон? Подход был отличающийся, условия записи были иными. В общем, если оцените и фидбэк напишите, будет мега полезно. Спасибо Сёгуну и Медоеду за участие. Откликнулись, записали свои комментарии. Легенды. Сёгун еще и об автоматических сплитах позаботился для Авалона. Так что бегать теперь одно удовольствие. Ссылки, где всех и все необходимое можно найти, оставлю в закрепленном сообщении. Вот теперь точно все. Счастливо.